Всем привет! Милуоки. Это историческая родина компании Harley-Davidson. Именно здесь находится ее штаб-квартира, завод и большой музей. Это все в 100 милях от Чикаго, так что перед стартом своего мотопутешествия я решил заехать в это место. Забрав арендованный мотоцикл в аэропорту, я первым делом поехал туда. Это довольно большой музей, в котором можно узнать всю историю марки Harley-Davidson. А учитывая, что ей уже больше 100 лет, получим неплохое погружение и в историю самих США. Здесь также находится завод по сборке мотоциклов и есть экскурсии на само производство. Но они проводятся в строго определенное время и на них нужно записываться заранее. Основное богатство этого музея – куча исторических мотоциклов. Здесь можно увидеть их эволюцию с начала прошлого века. Эволюцию двигателей, рекордов, кастомайзинга и маниакального следования традициям марки. Отдельное место в музее – это культовые мотоциклы, оставившие след в культуре. Когда я был здесь в прошлый раз в 2018 году, меня больше всего зацепили Фэтбой из второго Терминатора и Капитан Америка из фильма «Беспечный ездок». В этот раз этих мотоциклов я на стендах не нашел, но были несколько других интересных экземпляров. Решение променять вечер в Чикаго на музей Harley-Davidson было не случайным. Мне предстояло проехать несколько тысяч километров через все штаты именно на Harley. В аренду взял Harley-Davidson Lowrider S. Очень похож на мой фэтбоб. И внешне, и по управлению, хотя мне мой фэтбоб больше нравится, честно говоря. Но прям такой трушный, минималистичный Харли с гигантским движком. И, кстати, звучит очень красиво. Обратно в Чикаго я добрался ближе к закату, по пути прилично померзнув. Было всего плюс 6 градусов. Добавить сюда еще джетлаг, и получим полное отсутствие желания идти куда-либо еще. Но визит в музей вместо прогулки по городу точно оказался интереснее.